Всем здравствуйте! Вы на канале Вязаные истории, меня зовут Юлия. Это видео продолжение мастер-класса по четвероногим зверятам. Основную часть мы уже связали в первом видео. В этом же мы будем довязывать тигренку голову, ушки и хвостик. И, соответственно, оформлять его. Для вязания этого тигренка я использовала пряжу Гималая Dolphin Baby. И от одного 100-граммового мотка у меня осталось совсем немножечко. На 2 игрушки мне хватило одного мотка. Также я использовала пряжу темного цвета. Это у меня такой темный шоколад. Номера цветов все я оставлю под этим видео в описании. И еще использовала я пряжу молочного цвета. Его уходит совсем немножко. Так же, как и коричневого, тоже немного. Крючок я использую 4 мм. Глазки у тигрят 14 мм. Носик примерно 1,5 на 1,3 см. Носик у меня клеевой. Глазки винтовые на безопасном креплении. Основные моменты я вам рассказала. Если вы еще не вязали туловище, переходите в первую часть. Если туловище от тигренка у вас уже готово, то приступаем к вязанию головы. Для начала вяжем тигреночку голову. Начинаем со светлой пряжи и потом переходим уже к рыженькой. Набираем кольцо амигуруми. Провязываем в него 6 столбиков без накида. Первый, второй, третий, четвертый, пятый и шестой столбик. Колечко затягиваем. Следующий ряд, второй, мы провязываем 6 прибавок. В каждый столбик предыдущего ряда вяжем по 2 столбика. В итоге у нас должно получиться в этом ряду 12 столбиков без накида. Провязали. Вяжем следующий ряд, третий. Провязываем 3 столбика без накида. Далее вяжем подряд 3 прибавки. Первая, вторая и третья. Повторяем так еще один раз. Провязываем 3 столбика без накида. И вяжем 3 прибавки. Провязали. В общем у нас получилось 18 столбиков. Дальше мы вяжем следующий четвертый ряд. Провязываем 3 столбика без накида. Первый, второй, третий. И провязываем 1 столбик прибавка 3 раза. Первый столбик, прибавка, второй раз столбик, прибавка и третий раз вяжем 1 столбик, прибавка. И еще один раз вяжем точно так же 3 столбика, первый, второй, третий. И теперь провязываем 1 столбик прибавка 3 раза. Первый столбик, прибавка, второй столбик, прибавка
и третий столбик, прибавка. Получилось у нас в этом ряду 24 столбика. Теперь вяжем 5 ряд. Провязываем 3 столбика. Первый, второй, третий. Дальше вяжем 1 столбик, убавка. 3 раза. Первый столбик, убавка. Второй столбик, убавка. Третий столбик и убавка. Снова провязываем 3 столбика без накида. Первый, второй, третий. И вяжем 1 столбик, убавка 3 раза. Второй. Убавка. И третий раз вяжем столбик, убавка. Убавку эту до конца я не довязываю. Оставляю 2 петли на крючке и ниточку светленькую обрезаю. Присоединяем нить основного цвета. Довязываем уже столбик другой ниточкой. Провязали 5 рядов. Следующий ряд, 6, мы провязываем 18 столбиков без накида, сразу же ввязывая оставшиеся хвостики. Довязали ряд до конца. Вяжем 7 ряд, провязываем 6 столбиков. Первый, второй, третий, четвертый, пятый и 6. Далее вяжем подряд 6 прибавок. Первая, вторая, третья, четвертая, пятая и 6. И довязываем до конца ряда оставшиеся 6 столбиков. Следующий ряд, 8, провязываем 6 столбиков. Далее вяжем 1 столбик без накида, прибавка, и так повторяем 6 раз. 1 столбик, прибавка, второй столбик, прибавка, третий столбик, прибавка, четвертый столбик, прибавка, пятый столбик, прибавка и 6 столбик, прибавка. Довязываем до конца ряда оставшиеся 6 столбиков. Первый, второй, третий, четвертый, пятый и 6. В итоге у нас с вами получилось уже 30 столбиков без накида. Вяжем следующий 9 ряд. Провязываем 6 столбиков. И дальше мы вяжем 2 столбика без накида, прибавка. Так повторяем 6 раз.
Первый столбик, второй и прибавка. Довязали. Дальше провязываем оставшиеся 6 столбиков без накида. Первый, второй, третий, четвертый, пятый и шестой столбик. Вот такая деталь у нас с вами получилась. Далее с 10 по 13, получается 10, 11, 12, 13, 4 ряда, провяжите по 36 столбиков без накида. Довязали 4 ряда и теперь устанавливаем безопасные глазки. 14 миллиметров я использую в данном тигренке. Устанавливаю я их между вторым и третьим рядом основного цвета. Между глазами у меня получается вот в этом втором ряду 3,5 прибавки. Вот первая, вторая, третья и еще половинка. На таком расстоянии устанавливаем глазки. И продолжаем дальше вязание тигренка. Вяжем 14 ряд, провязываем 4 столбика, третий, четвертый и вяжем убавку. Один раз провязали, еще 5 раз 4 столбика убавка, довяжите до конца ряда, и в итоге у нас будет уже 30 столбиков в этом ряду. Провязали, следующий ряд 15, мы провязываем 3 столбика, и убавка. И также повторяем еще 5 раз до конца ряда. В итоге получится 24 столбика без накида. Довязали, 16 ряд провязываем первый столбик, второй и вяжем убавку. Повторяем эту комбинацию до конца ряда и получаем в итоге 18 столбиков. Закончили вязать этот ряд, добавляем в голову наполнитель. Нижнюю часть я оставляю плоской. В места переходов в районе щечек добавляю наполнителя побольше, чтобы не была такая мордочка узенькая. И дальше вяжем следующий ряд. Это у нас остается всего 2 ряда. 17 провязываем 1 столбик и убавка. Провязываем так еще 5 раз, в итоге выйдет 12 столбиков. И следующий ряд сразу провяжите 18, 6 убавок. Провязали. В следующую петлю провязываем соединительный столбик, воздушную петлю и ниточку обрезаем. Чуть подлиннее я ее оставляю. Сейчас будем с помощью иголочки стягивать оставшиеся отверстия. Вводим иголочку с наружной стороны во внутреннюю, обхватывая каждый из оставшихся столбиков за переднюю полупетельку. И каждый раз подтягиваем. Так обходим каждый столбик. В конце вводим иголочку в серединку и выводим снизу мордочки, там, где будет пришиваться туловище. Подтягиваем. Вот что у нас получается. А здесь завязываем на узелочек. Его видно не будет, так как он закроется шеей. Все, основная часть головы у нас готова. Пока мы ее отложим в сторону и приступим к вязанию хвостика и ушек. Вяжем ушко.
Начинаем с оранжевой пряжи. Делаем кольцо амигуруми, но хвостик оставляйте длинный, для того, чтобы вам хватило потом это ушко пришить этой ниточкой. В кольцо набираем 6 столбиков без накида. Первый, второй, третий, четвертый, пятый и шестой столбик. Колечко затягиваем, подтягиваем, но в круг мы не соединяем, а набираем 2 воздушные петли, вязание разворачиваем и провязываем 6 полустолбиков с накидом. Первый, второй, третий, четвертый, пятый и теперь шестой. Я вытягиваю ниточку, провязываю первые 2 петли и оставляю на крючке. Желтенькую ниточку оранжевую обрезаем, присоединяем нить коричневого цвета. Воздушная петля, вязание разворачиваем и вяжем 1 столбик без накида, сразу ввязывая 2 хвостика. В следующую петлю провязываем прибавку. Снова вяжем 1 столбик без накида, в следующую петлю прибавку. И еще один раз провязываем столбик без накида и в следующую петлю прибавку. Воздушная петля, ниточку обрезаем подлиннее, потому что потом мы также будем пришивать с помощью этой ниточки коричневые части. Вот такое у нас получается ушко. Здесь все ниточки, которые мы вязали, хвостики, обрезаем. Все, ушко готово. Вяжем второе, точно такое же. Теперь расскажу вам, как связать хвост. Я его уже связала не на камеру, потому что деталь мелкая, это сложно сделать. Но на экране я распишу вам схему, как его провязать. Получается в первый ряд 6 в кольцо амигуруми, 6 столбиков. И дальше 13 рядов столбиками без накида. Складываем деталь пополам, провязываем 3 столбика. Ну и ниточку оставляем подлиннее, чтобы ее хватило для пришивания хвостика к туловищу. Возвращаемся к голове тигреночка и будем делать утяжки. Утяжку я делаю белой ниточкой Yarnart Jeans. Вводим иголочку снизу, начинаем считать от белого, между вторым и третьим рядом. Не ровно посередине, а примерно отступая 1 столбик. Выводим сбоку, с внешней стороны первого глазика. Ниточку, кстати, я беру подлиннее. Так, вводим иголочку с внутренней стороны глаза и выводим там, где оставили хвостик. Отступаем 1 столбик. Снова выводим иглу с внешней стороны второго глаза. Вводим с внутренней стороны второго глаза и выводим вниз. Хорошенько подтягиваем. И завязываем на пару узелочков. Подтягиваем одинаково, что один глаз, что второй. Чтобы не получилось, что один глаз сильно утянули, а второй остался таким же, как есть. Все, завязали. Теперь эту же ниточку прокладываем вверх, примерно между вторым и третьим рядом сверху. Ввожу иголочку и возвращаю снова ее вниз. Делать это надо ровно посередине мордочки. И мордочку тоже хорошенечко подтягиваем. Не просто проложить ниточку, а прям подтянуть,
чтобы получилась форма мордочки. Подтянули, снова завязываем, закрепляем ниточки. Теперь хвостик, который вот я взяла, оставила подлиннее, я вывожу к глазу, к первому снизу, и делаю сразу же белочки. Это делать не обязательно, но, на мой взгляд, придает глазкам какую-то живость. Вот так. С этой стороны делаем то же самое и возвращаем иголочку вниз. Снова закрепляем на узелочек. И теперь уже выводим эти ниточки в сторону и просто обрезаем. Все, утяжка мордочки готова. Так, бровки. Бровки и вот такую небольшую ресничку. Я делаю пряжей Yarnart Jeans. Если хотите, можно сделать такой же пряжей, которой будем делать вот эти пятнышки и полосочки. То есть плюшевые. Тогда, конечно, они будут пообъемнее, потолще. Но я видела, что многие на моем предыдущем тигренке именно так вышивают этими ниточками. Вводим иголочку где-нибудь сбоку, между столбиками. И выводим сбоку глазика. Делаем такую небольшую ресничку. Сразу же переходим ко второму глазу и ему делаем то же самое. Поднимаемся вверх на 2 ряда. И вышиваем бровки. Бровки занимают у меня 3 столбика. И вот их я пришиваю 2-3 раза, чтобы они были более выраженные. Переходим ко второму глазу и на втором также делаем бровки. Также на расстоянии 3 столбиков. Возвращаемся вниз, прокладываем полосочку на мордочке. Также ровно на середине мордочки, там, где мы делали утяжечку. И теперь возвращаемся к оставленному хвостику в то же место, не захватывая соседние столбики. Завязываем узелочки несколько. Обрезаем чуть покороче. И теперь с помощью иголочки отправляем эти хвостики вовнутрь головы. Все. Сделали бровки и реснички. Можно приклеить носик. И сейчас давайте пришьем ушки. Пришиваем ушки. Для начала размечаем, где они будут находиться. Получается вверх на 4 ряда от глазок. И
Располагаю я их так. Провожу иголочку на одном уровне с глазками. С этой стороны и также делаем со второй стороны. Получается, краешки ушек располагаются на 2 ряда выше от бровок, а серединку я оттягиваю еще на 2 ряда и, получается, пришиваю их полукругом. Также делаю и со вторым ушком. Пришиваем поначалу желтую часть, захватывая стежок на голове и захватывая стежок ушка. Идем полукругом. После того, как пришили основную желтую часть, я вывожу ниточку в другую сторону, оставляю ее пока и возвращаюсь к черной коричневой пряже. Теперь пришиваем уголочки от ушек. Уголочки я пришиваю всего пару стежков, делаю. Этого будет достаточно. С одной стороны и с другой стороны. Выводим туда же, где вывели желтенькую. Вот так ушко получилось. Дальше эти хвостики связываем между собой на узелочек и прячем хвостики внутри головы. Пришиваем второе ушко точно таким же способом. Пришили ушки, и с мордочкой мы практически закончили. Остается нам только вышить полосочки черным и белым цветом. Начинаем мы коричневую, берем длинную нить, оставляем внизу хвостик небольшой и выводим иголочку ровно посередине на одном ряду с бровками. Получается у меня с этой стороны 4 столбика и с этой 4. Внизу оставляем хвостик и теперь делаем на 3 или 4 ряда, давайте на 4 сделаем, полосочку. Сразу же отступаем один столбик и выводим иголочку. Вводим в эту же точку. В общем, я буду показывать. Думаю, наглядно это все заметно. Делаем такую небольшую галочку. Также делаем с этой стороны. И точно такую же маленькую галочку делаю с другой стороны. Теперь уходим вниз под ушко, отступив один ряд. И вышиваем полосочки теперь на щечках. К верхней части мы еще потом вернемся. На щечках полосочки. Первую делаем, отступаем столбика 2. Вперед делаем вторую полосочку. Это все, конечно же, делается на ваше усмотрение. Можно вообще как бы делать как захотите. Переходим на вторую сторону
И со второй стороны делаем то же самое. Больше я ничего черным цветом на мордочке не делаю. Возвращаемся к оставленному хвостику. Завязываем узелочки, прячем ниточки. Вот что у нас получилось. Теперь берем пряжу белого цвета. И белым цветом делаем полосочки между нашими галочками. Прям между ними. Это все мое оформление. Больше ничего я на мордочке не делаю. Все, оставляем теперь голову в сторонке и приступаем к оформлению туловища. Пришиваем хвостик. Давайте посчитаем от ножки. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. И вот между 14 и 15 мы сейчас пришьем хвостик. Ровненько посередине захватываем петельку на спинке, на туловище, петельку на хвостике. Пришивается он просто, быстро. Все, хвостик пришили. Выводим в шейку. И в шейке я провожу ниточку через наполнитель, завязываю на узелочек. И теперь вывожу иголочку куда-нибудь подальше, чтобы ниточка прям через наполнитель прошла хорошо. Все, ее обрезаем. На этом пришивание хвостика у нас закончилось. Все быстро и просто. Так, хвостик пришили. Вышиваем полосочки так же, как это делали на голове, просто какие-то длинные, какие-то короткие. Думаю, прям подробно я вам не буду показывать, где что располагается. А давайте сделаю вот так. Я покажу вам одну сторону тигренка. Вы можете поставить на паузу и посмотреть, где у меня вышиты полосочки. Попробовать сделать, если хотите, точно так же. Вот так выглядит у меня передняя часть тигренка. Полосочки я делала просто, даже толком, знаете, не задумываясь. Вышивала и вышивала. Так, сзади у меня здесь только на спинке одна полосочка, под хвостиком уже не делала. Хвостик тоже, как получилось. Коротенькие полосочки. И на ножках вышила вот такие коготочки на расстоянии 2 столбиков примерно. Точно так же, как делали на голове. Полосочки вышили. Вот что у меня получилось. Видите, даже я не делала то же самое, не старалась попасть прям столбик в столбик. Как получилось, так получилось. Полосочки, они и не должны быть идеально ровные и симметричные. Так, теперь нам остается самый последний штрих. Это пришить голову к туловищу.
Пришиваю я всегда, используя 2 спицы, фиксирую голову. Сначала ставим ее ровненько, смотрим. А вот здесь вот, где мы делали утяжки, под мордочкой у нас образовалась выемка. Эта выемка у меня попадает как раз на переднюю часть шейки. И благодаря этому головка начинает стоять ровненько. Если бы этой выемки не было, то голова была бы чуть-чуть вздернута вверх. У вас тоже, если вы делали утяжки, тоже есть такая же выемка на голове. Прикладываем ровненько головку и теперь фиксируем ее спицами, вводя спицу наискось через голову в туловище. Также делаем вторую. То есть я спицу располагаю не ровно, а вот так. Получается крест, на крест они у меня смотрят. Все, головку посадили. И теперь начинаем ее пришивать. Захватываем стежок на голове, 1 столбик, и захватываем стежок на туловище, поперек я захватываю. И так поочередно прошиваю по кругу. Когда остается небольшое отверстие, не совсем, конечно, маленькое, но примерно 5 столбиков вам еще остается дошить, добавляйте наполнитель в шею. Уже можно будет убирать эти специи и добавить наполнитель, чтобы шея была плотно набитая и голова не болталась на ней. Все, голову пришили. Дальше можно вывести иголочку в какое-нибудь незаметное место, например, где-нибудь прям вот внутри ушка, прям вот здесь у его основания. Не сразу у меня это получилось. В общем, вывели подушка, и теперь здесь делаем небольшой узелочек. Обхватывая столбик. Дальше ниточку выводим. На пару столбиков. Захватываю с помощью крючка через наполнитель. Все. Голову пришили, ниточки спрятали, и наш тигреночек готов. Я вас поздравляю с завершением вязания этой игрушки. Надеюсь увидеть вас в следующих частях видео, где мы из этой же серии продолжаем вязать остальных зверят. Спасибо всем за проведенное вместе время, за совместное вязание. Увидимся в следующих видео.